Здравствуйте! С вами вновь Лариса Левинская, и сегодня речь пойдет, немного необычная тема будет, я впервые касаюсь темы того, что делает нашу жизнь ярче, красочней, а именно темы специй, темы пряностей. Не знаю, любите ли вы пряности, как люблю их я. Это только одна часть тех пряностей, которые я использую ежедневно. А есть еще баночки и много чего интересного. Конечно, здесь и более традиционные специи, такие как лавровый лист, лимонная кислота, также, например, хмели сунели, кардамон и другие пряности. Но сегодня речь пойдет не о тех пряностях, которые можно купить на магазине, либо в лавке пряностей на базаре, а речь пойдет о пряности из серии «Кладовая пряности» компании Тианде. Я уже успела попользоваться, протестировать на себе и осталась, конечно, довольна результатом применения этих пряностей. Пряностей всего 4 в этой серии. Каждое свое назначение. Есть пряность для здоровья и красоты, есть для легкости в организме, свобода движений и регулятор соли в организме. Конечно, глаза разбегаются, когда хочется попробовать сразу все пряности, но конкретно сегодня я хочу рассказать вот об этой легкости в организме. Так, общее впечатление. Вес у всех пряностей в кладовой пряности 30 грамм. Очень удобная упаковочка, отрезаете кончик, не высыпается, легко можно насыпать, вид довольно приглядный, даже украшает вашу кухню. 100% натуральный состав, никаких ГМО, никакого глютена, никаких пищевых усилителей типа глутамата натрия. И хочу сказать, что эти пряности, которые вошли в этот состав, они выращиваются в экологически чистом регионе, в зоне силы так называемой, это Алтай. Что собой представляют в целом пряности? Это различные части растений засушены. Это могут быть корни, могут цветы, могут листья, могут быть семена растений. Издавна человек их использовал в своей пище. Есть традиционные культуры, в которых в огромном количестве используются пряности. Есть культуры, в которых в меньшей степени используются пряности. В основном, конечно, пряностями увлекаются на Востоке. Буквально помешанная пряность. Часть пряностей становится более популярной еще и у нас. Из Востока переходит. Особенно вспоминается марокканская кухня. Там практически все замешано на пряности. А какой узбекский плов без пряностей, без барбариса, без куркумы? Ну, не будем отвлекаться от темы, переходим конкретно к кладовой пряности. Почему я оставила свой выбор именно для легкости в организме? Конечно, почитав назначение этой пряности, я в первую очередь подумала, что идеальное время для приема этой пряности именно тот период года, когда особо сильно налегаем на желудок, когда пища тяжелая, калорийная, не всегда полезная. Это зимние, новогодние зимние праздники, новогодние рождественские праздники. Также Пасха, потом затем идут проводы. Вот именно эти периоды, конечно, в первую очередь максимально полезно использовать именно эту пряность. Но так как я в настоящее время прохожу детокс-программу, именно 3-й этап очистка сосудов и дальше следующие этапы продолжать это дело, подумала, что из всех 3 пряностей, которые у меня сейчас есть под рукой, самое идеальное, именно самое оправданное в этот период лучше всего использовать именно для легкости в организме. Что же делает конкретно эта пряность для легкости в организме? Во-первых, она способствует улучшению пищеварения. Она устраняет брожение в кишечнике, уменьшает проявление метаболизма. Также эта пряность улучшает работу желчного пузыря и восстанавливает слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта. О том, насколько важен в нашем организме желудочно-кишечный тракт, насколько важна его работа, качественная, без сбоев, я думаю, вам рассказывать особо необходимости нет. Вы прекрасно понимаете, что когда больны желудок, болен кишечник, ни о какой красоте лица, ни о какой жизненной силе речи вообще быть не может. Эмоциональное состояние подавленное, если ваш желудочно-кишечный тракт не справляется с перевариванием пищи, с усваиванием пищи, также с выведением шлаков. Поэтому особо прошу обратить внимание именно на эту пряность. Помимо того, что при приеме этой пряности вы улучшаете состояние желудочно-кишечного тракта, она помогает легче справиться с перевариванием пищи, с выведением шлаков из организма. Это, как любая пряность, качественные натуральные пряности помогают еще улучшить другие функции вашего организма. Приведу конкретный пример. Заметила, что при добавлении в пищу этой пряности добавляю буквально во все, что только можно добавить. Ну, конечно, сладости я не добавляю, выпечку тоже, такую сладкую выпечку. При добавлении в бульоны вкус получается ненавязчивый, очень приятный и намного вкуснее. Раньше бульоны не любила, знала, что полезно, но они какие-то мне казались очень пресными. Что можно было добавить? Но в лучшем случае помолоть перчика туда свеженького, черного, добавить немножко зелени, соль, соответственно, вот и все. Больше фантазии моей не хватало.
Теперь добавляю пряность, остаюсь очень довольна. Конечно, эту пряность лучше всего добавлять по завершении, если варите горячее блюдо, по завершении процесса варки, на последних этапах, на последних минутах, для того, чтобы все полезные свойства этих растений, которые содержатся в этих пряностях, не уничтожить, чтобы они сохраняли свои свойства. Поэтому особенно хорошо добавлять пряность. Салаты, ваши обычные овощные салаты, которые вы любите летом нарезать как можно чаще. В первое блюдо, как я уже сказала, во вторые блюда, в общем, куда вашей душе будет угодно. Это первый фактор. Я полюбила бульоны, и вкус блюд получается более привлекательным, более интересным. Второй фактор – эмоциональное состояние. Я как бы и так не особо жалуюсь на пассивность, на какой-то упадок сил, но с приемом этой специи отметила, что эмоции у меня в положительном направлении очень усилились, увеличились. Это второй фактор. Ну и как я говорила, что могут улучшиться какие-то показатели вашего организма, такие улучшились. У меня самой близорукость определенная, очки я принципиально не ношу, постоянно не хочу. Но так как я люблю заниматься рукоделием, так как я люблю читать книжки в электронном виде, конечно, все это не улучшает состояние моего зрения. И заметила, что как-то вроде бы зрение в последнем месяце подсело, как-то какая-то пелена перед глазами легкая. Даже прохожу каждое утро мимо кинотеатра нашего местного, афиши на противоположной стороне улицы, на стенах кинотеатра. Название было даже с трудом прочитать, настолько все бывает плохо, даже утром. И тут, когда начала применять эту пряность, буквально на второй-третий день прохожу, я заметила, что я даже прекрасно читаю названия фильмов, которые идут сейчас в прокате. Какая будет реакция вашего организма, какие слабые стороны подтянут эти пряности, это уже покажет только практика. Почему кладовая пряности появилась в каталоге сравнительно давно? Конечно, как только я ее увидела, мне сразу захотелось ее купить. Готовить я люблю, чтобы это было все вкусно и полезно. Но цена по каталогу получалась порядка 140 рублей. Довольно-таки дорого. Я сказала, нет, отложим пока это на будущее, но потом есть более важные расходы. Такая цена еще объясняется тем, что товар поставляется в наш регион из России, доставка сумасшедших денег стоит, понятно. Сейчас доставка подешевела. Плюс действует акция, можно при покупке одного набора пряностей из серии кладовая пряности, второй пойдет в подарок на ваш выбор. Поэтому цена получается в 2 раза меньше при более низкой доставке, и один пакетик пряностей по каталогу теперь стоит 39 рублей. Цена вполне приемлема, учитывая, что это большой объем, что это натуральный состав, огромная польза для организма. Что же входит в состав пряности для легкости в организме? 12 трав, 12 компонентов. Это алтей, барбарис, гвоздика, имбирь, лавровый лист, мята перечная, подорожник, орегано, расторопшая, чабрец. Состав очень интересный, очень уникальный по своему воздействию на желудочно-кишечный тракт. Расскажу буквально о нескольких наиболее ярких представителей этих пряностей. Расторопша. Все знаем, что расторопша очень положительно влияет на работу печени. Расторопша усиливает защитные функции организма к воздействию отравлений и различных инфекций. Нормализует выработку желчи, тем самым улучшает процессы пищеварения. Расторопша усиливает детоксикационные функции печени. Также расторопша улучшает цвет лица, нормализует уровень холестерина в организме. Следующий компонент алтей обладает вяжущими свойствами, поэтому обволакивает слизистые желудочно-кишечного тракта, смягчает раздражающее действие желудочного сока, уменьшает воспаление и ускоряет регенерацию тканей. Кардамон, небольшие коробочки с семенами кардамона, всех вы хорошо знаете. Эта пряность позволяет ускорить метаболизм организма, препятствует перееданию, усиливает сжигание жировых отложений. Также эта пряность помогает справиться с метеоризмом, с повышенной кислотностью, с желудочными коликами и с отрыжкой. Фенхель. В отличие от многих овощей, которые могут вызвать брожение в кишечнике, фенхель действует совсем иначе. Он, наоборот, выступает в роли спазмолитика и улучшает метаболизм организма, помогает облегчить метеоризм и другие желудочно-кишечные заболевания. Также фенхель помогает расслабить гладкие мышцы желудочно-кишечного тракта, что стимулирует выработку желчи и уменьшает боль, связанную с пищеварением. Также фенхель богат клетчаткой, что же положительно сказывается на пищеварении, и богат витамином С. Ну вот и все, что я хотела вам сегодня рассказать об этой пряности. Кладовая пряности для легкости в организме. Впереди будут еще другие видео по серии этих пряностей.
Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и вы всегда будете в курсе ответов на самые различные вопросы по теме красоты и здоровья. С вами была Лариса Львинская. До скорой встречи!